Всем здравствуйте! Лето, прекрасная погода, а это значит, мы с вами творим и создаем новые вещи. И сегодня я хочу вам продемонстрировать свою майку в технике филейного вязания. Я сейчас подальше отойду. Само изделие, летняя майка, связана из пряжи пехорка жемчужная, цвет 53 светло-желтый. Камера передает бледнее, чем есть в реале. Он немножко поярче, но не цыплячий желтый цвет, а красивый благородный желтый цвет. Здесь в 100 граммах 425 метров, плюс-минус дает. И по составу 50% хлопок, 50% вискоза. Далее все рекомендации по данной пряже. И очень странно, что при таком метраже пехорка дает только спицы. Данное изделие связано крючком кловер номер 2. Я вяжу из данной пряжи уже не в первый раз, и я знаю, что после стирки изделие потянется, но совсем немного. Поэтому я вязала крючком одного размера. Если вы возьмете пряжу чисто хлопковую, можно взять пряжу, например, Alize Miss, Comtex хлопок мерсеризованный. В общем, любую пряжу, где на 50 граммов будет примерно 210, 215, 220 метров. На 50 граммов 220 метров. Значит, если берем чисто хлопковую пряжу, то тогда мой вам совет, чтобы нигде вам не сдавливало и не жало, когда мы подходим к зоне груди, то менять размер крючка. Менять плавно от двойки на 2,25, потом от 2,25 перейти на 2,5. И в обратном порядке, когда мы эту зону проходим, от 2,5 на 2,25 и потом идем на двойку. Потому что хлопковая пряжа не имеет такого свойства тянуться. Я данное изделие постоянно примеряла на себя. Если бы не была необходимость в данной пряже менять размер крючка, я, конечно, бы это сделала. Но в процессе примерки, то есть вроде вяжешь, кажется, что маловато. Но когда примеряешь, пряжа тянется. И после стирки, естественно, она еще немножко потянется. Еще такой момент. Сразу хочу сказать. В процессе вязания пряжа кажется жестковатой и грубоватой. Но после стирки вся жесткость у этой пряжи уходит. Изделие становится мягким. Такой момент тоже есть. И давайте я скажу параметры данного изделия. От линии плеча до низа данное изделие составляет 50 сантиметров. В ширину данное изделие составляет в полуобхвате 35 сантиметров, то есть 70 получается у нас. Высота проймы 23,5 сантиметра. 23 где-то, наверное, да, потому что здесь, вот видите, вот такой загиб. 23 сантиметра. Ну и, пожалуй, все. Давайте начнем. Начинаем наше вязание. Я набрала свободным набором 164 столбика и связала один ряд столбиками без накида. Теперь начинаем вязать первый ряд нашего узора. 3 петли подъема. Будем считать за первый столбик. 2 воздушные петли. 2 петельки снизу пропускаем, провязываем 10 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10. 2 воздушные петли, 2 петельки пропускаем, провязываем 10 столбиков с одним накидом. И так повторяем до конца ряда. Доходим до конца первого ряда. Здесь у нас должно быть 9 столбиков с одним накидом. 2 я провязала, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И в третью петельку подъема мы подсоединяемся. Второй ряд мы провязываем следующим образом. 3 петли подъема. Дальше вот в эту арочку мы провязываем 2 столбика с одним накидом. Дальше в первый столбик из 10, да, мы провязываем столбик с одним накидом, 2 воздушные петли, пропускаем 2 столбика в третий столбик с одним накидом, 2 воздушные петли, пропускаем 2 столбика, провязываем столбик с одним накидом, 2 воздушные петли, 2 столбика пропускаем, провязываем столбик с одним накидом. Провязали, дошли до конца вот этих 10 столбиков. Далее мы провязываем, считаем этот за первый 1, в арочку 2, 3, вот эти все 10 провязываем, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, в арочку 14, 15 и первый столбик следующий из 10, 16. И далее мы повторяем 2 воздушные петли, 2 столбика пропускаем, столбик с накидом, 2 воздушные петли, 2 столбика пропускаем, столбик с накидом, 2 воздушные петли, 2 столбика пропускаем. Дальше у нас 16 столбиков с одним накидом. И так мы повторяем до конца ряда. Следующий ряд, 3 петли подъема. В каждый столбик предыдущего ряда провязываем столбик с одним накидом. Это 3 столбика. Если с 3 петлями подъема, это 4. 2 воздушные петли. И вот здесь в серединке нам нужно провязать 4 столбика с одним накидом. Первый столбик в верхушку предыдущего, в арочку 2 столбика. И 4 в верхушку предыдущего столбика. 2 воздушные петли, далее мы вяжем 7 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 воздушные петли, 2 столбика пропускаем, 7 столбиков с одним накидом. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7. И далее повторяем раппорт узора. 2 воздушные петли, 4 столбика с одним накидом. Две воздушные петли, 7 столбиков с одним накидом. Две воздушные петли, 2 столбика пропускаем, 7 столбиков с накидом. И так повторяем до конца ряда. Итак, мы заканчиваем третий ряд. Вот мы провязали 7 столбиков с одним накидом, 2 воздушные петли, 2 столбика пропустили. И дальше у нас 7 столбиков. У нас здесь мы провязываем 1, 2, 3 и соединяемся в третью петлю подъема. То есть у нас вот здесь вот продолжение нашего раппорта. Следующий у нас с вами ряд 4, 3 петли подъема. В каждый предыдущий столбик провязываем столбик с одним накидом. Две воздушные петли, первый столбик, столбик с накидом, 2 воздушные петли, 2 столбика пропускаем, столбик с накидом, 2 воздушные петли, пропускаем, да, 2 петельки и вяжем 16 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. В арочку 2 столбика, 8, 9 и продолжаем. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. И повторяем 2 воздушные петли, первый столбик, столбик с накидом, 2 воздушные петли, 2 столбика пропускаем, столбик с накидом, 2 воздушные петли и далее у нас 16 столбиков с одним накидом. Так мы вяжем до конца ряда. Довязали ряд до конца, 3 петли подъема, далее 2 воздушные петли, 2 столбика пропускаем, вяжем 1, дальше в арочку, 2, в арочку, 3, дальше в столбик, 4, опять в арочку, 5, сюда же 6, столбик, 7, в арочку, 8, 9 и в этот столбик 10. 10 столбиков с одним накидом. 2 воздушные петли, 2 столбика пропускаем, вяжем 10 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 воздушные петли,
2 столбика пропускаем и вяжем 10 столбиков с одним накидом. И так у нас раппорт узора повторяется до конца. Довязываем до конца этот ряд. Провязали 9 столбиков и с начальным столбиком соединились в третью петлю подъема. Далее у нас с вами узор будет меняться. Вот этот вот узор у нас будет сейчас здесь, а вот эта сеточка будет здесь. То есть он будет в шахматном порядке. Итак, 3 петли подъема. Значит, 3 петли подъема, и вот эту арочку мы заполняем. Сюда мы вяжем 2 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. И далее продолжаем. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, в арочку 2 столбика, 14, 15 и сюда 16. 16 столбиков с одним накидом. 2 воздушные петли, 2 столбика пропускаем, провязываем столбик с накидом. 2 воздушные петли, 2 столбика пропускаем, столбик с накидом. 2 воздушные петли, 2 пропускаем, вяжем дальше 16 столбиков с одним накидом. То есть то, что мы вязали вот здесь, вот этот вот такой шарик, да, у нас теперь он будет вот сюда смещаться. То есть в следующем ряду мы провязываем 7 столбиков, 2 воздушные петли, 7 столбиков, 16 столбиков. И дальше у нас 10 столбиков, да, и вот эта вот сеточка. Так мы вяжем с вами на нужную нам высоту. И когда у нас будет с вами отделение, довяжем мы с вами до проймы, то тогда мы с вами встретимся. Итак, я отвязала на нужную мне высоту для того, чтобы отделить перед от спинки. У меня это расстояние в 28 сантиметров. Я примерила на себя и поставила маркеры. Здесь я уже ниточку прикрепила, то есть где у меня будет отдельно вязаться спинка и вперед. Сначала будем вязать спинку. Я уже прикрепила ниточку. Итак, я прикрепила нитку, сделала 3 петли подъема, и далее по рисунку мы вяжем. У нас здесь столбики с одним накидом. Вяжем сейчас прямо до маркера, где у нас заканчиваются петли спинки. Вяжем по рисунку, как он у нас должен идти. Итак, провязала я петли спинки и дошла до маркера. Здесь у меня последний столбик с накидом. Далее я делаю 3 петли подъема, и я хочу сделать небольшое углубление на пройме. Для этого я что делаю? Значит, следующий столбик я провязываю первый столбик незаконченный, и в следующий тоже я провязываю столбик незаконченный. Теперь все 3 петли я провязываю вместе. Далее я продолжаю вязать по
узору, как у нас должно быть. Так, вот здесь вот у меня 2 петли уже должно быть. 2 воздушные петли. Столбик, 2 воздушные петли. Здесь столбик. Значит, здесь с краю я так, хотя я буду делать убавление, поэтому я здесь не буду так провязывать. Вот эти вот 2 столбика я тоже просто провяжу 2 столбика с одним накидом, потому что в следующем ряду я тоже также буду делать здесь убавочку на пройму. Теперь 2 воздушные петли и здесь столбик с одним накидом. Далее по узору эта клеточка у меня заполняется, и далее вяжутся столбики с одним накидом. Значит, вяжем мы до окончания. Как я дойду вот до этого элемента, я покажу, как будем убавлять с другой стороны. Подхожу к концу нашего ряда. Здесь у меня по узору столбики с одним накидом. И я оставляю последние 3 петельки. Значит, в первую я провязываю первый незаконченный столбик, второй незаконченный столбик, две петельки мы здесь только оставляем, первый незаконченный столбик и второй незаконченный столбик в третью петлю подъема. Вот 3 петельки на крючке, и мы их все провязываем вместе. Теперь 3 воздушные петли, поворачиваем вязание, и здесь мы опять же будем делать опять убавление. Мы провязываем не вот в этот, а в следующий, первый незаконченный столбик, и сюда же, не сюда же, извините, рядышком еще один незаконченный столбик. Вот 3 петельки, мы их провязываем вместе. То есть у нас вот здесь вот будет плавное убавление. Мы провязываем до конца, оставляя 2 столбика в конце. Я дошла до конца. Значит, здесь я провязываю первый незаконченный столбик, а вот здесь я провязываю в третью петлю подъема. И все 3 петельки вместе. Вот мы видим, здесь с этой стороны у нас идет закругление, и с этой стороны идет закругление. Когда мы будем в передней части также убавление делать, у нас это все также будет заметно. Ну и я думаю, что я еще разочек сделаю, и на этом все. 3 петли подъема, поворачиваем изделие. Значит, здесь я провязываю, вот этот я пропускаю, вот в этот столбик. Провяжу незаконченные, их соединю. Дальше 2 воздушные петли и вяжем по нашему узору до конца. Там уже видно, что оно у нас пошло. Все. Далее, то есть у меня здесь уже будет вязаться вверх по узору до нужной мне высоты, когда я дойду до спинки и буду делать углубление по спинке. Так, сейчас мы до конца доходим. И я покажу, как еще здесь в конце закрываю. Я дошла до конца ряда. И здесь у меня по узору вот арочка. В арочку провязываю первый столбик незаконченный. В третью петлю подъема провязываю еще один незаконченный столбик. И провязываю все петельки вместе. Все. Дальше я буду вязать прямо по узору до места разделения углубления на горловине по спине. Итак, я отвязала высоту, если померить по пройме, то это 15 сантиметров по спинке, 15 сантиметров.
И я сделала разделение. С конца я отсчитала по 18 столбиков. У меня и с этой стороны. И еще сантиметров 6 я буду вязать отдельно каждую половинку у спинки. Значит, здесь с этой стороны наши, так скажем, да, лямочки, и с этой стороны я буду делать небольшие закругления. Итак, я сейчас остановилась, да, то есть откуда у меня вязание с правой стороны, я так и продолжаю вязать. 3 петли подъема у меня набрано. Итак, вяжем по рисунку. Здесь у нас столбики с одним накидом. Далее 2 воздушные петли, и в серединку я должна эту клеточку заполнить. 4 столбика с одним накидом. Далее 2 воздушные петли, и здесь у меня вот один столбик, недовязанный, и где маркер второй столбик недовязанный. 2 столбика вместе, 3 воздушные петли, переворачиваем наше изделие. И здесь у меня по узору должно быть 2 воздушные петли, и сюда столбик. Я сделаю немножко иначе. Вот сюда в арочку я провязываю незаконченный столбик, и первый столбик из 4 тоже незаконченный столбик, и все петельки вместе. Вот я сделала небольшое закругление, 2 воздушные петли, чтобы у нас был не квадратный вырез, а все-таки округлый вырез. Так, здесь мы продолжаем вязать по узору. Довязали до конца, начали следующий ряд и подходим к нашему концу нашей лямочки. Значит, здесь у нас один столбик провязали, а второй мы не довязываем, и в третью петлю подъема также не довязаны, и все петельки провязали вместе. Все, больше я закруглять не буду, то есть только 2 раза. Далее я провязываю на высоту эту половинку, и далее то же самое делаю с этой стороны, только закрытие у меня будет уже в начале ряда, не в конце, а в начале, так же как и здесь. Итак, вот эту вот частицу я закончила, половинку спинки. То есть если вот от этого ряда, то у меня получилось 7 сантиметров. И теперь нам нужно связать вторую половинку. Я ниточку прикрепила, 3 воздушные петли, и здесь нам нужно сделать плавное убавление, так же как и здесь. Первый незаконченный столбик и второй незаконченный столбик, все 3 петли вместе. Далее мы вяжем по узору. Здесь у нас должна быть посередине дырочки 2, 4, 6, 7. Так, еще 4 столбика я провязываю. И далее мы вяжем по узору
Значит, первое у нас с этой стороны закрытие. И во втором ряду мы также сделаем закрытие. Подходим к концу второго ряда. И здесь я сделаю так. Первый столбик незаконченный, а второй незаконченный я провяжу в третью петлю подъема. И эти все 3 петельки вместе. Все, а далее мы будем вязать прямо так же, как и на этой половинке по узору. И перейдем дальше к передней половинке. Итак, задняя деталь спинки отвязана. Теперь нам нужно сделать, вывязать переднюю часть. У меня здесь также висят маркеры. Я прикрепила ниточку. И сейчас я свяжу несколько рядов в высоту. А потом мы разделим также на 2 части наши изделия и будем вязать отдельно, вывязывая, так скажем, наши вот эти вот лямочки. Но прежде чем, значит, когда мы будем вязать высоту, также мы делаем закругление проймы с края. Значит, 3 петли подъема, далее первый незаконченный столбик и второй незаконченный столбик, и мы вяжем по узору здесь 2 столбика, не доходя 2 столбиков до конца ряда. Я подошла к концу ряда, здесь у меня 2 столбика осталось связать. Я их провязываю одним столбиком. Первый незаконченный столбик и второй незаконченный столбик, все 3 петли вместе. 3 петли подъема, переворачиваем изделие, и здесь мы опять провязываем столбики вместе. Первый незаконченный и второй незаконченный, все петельки вместе. Далее мы вяжем по узору до конца ряда. Я подошла к концу ряда. Здесь у меня по узору должно быть 2 воздушные петли, столбик с накидом. Но так как я еще раз закрываю, я здесь буду провязывать столбиками с одним накидом. Итак, провязываю первый столбик. И теперь в третью петлю подъема провязываю еще один столбик, все 3 петли вместе. И последний раз делаем убавление петель, первый столбик и второй столбик, их провязываем вместе. Все, вот она у нас, вот если мы видим, да, вот она у нас плавное закрытие на пройму. Ну, конечно, мы все еще будем изделие обвязывать, так не оставим. И далее мы продолжаем вязать по узору, как у нас положено, до конца ряда. И мы подошли к концу ряда. Здесь мы провязываем первый недовязанный столбик и в третью петлю подъема еще один недовязанный столбик, все 3 петельки вместе. Все, на этом наше закрытие по краям закончилось. Далее мы вяжем вверх еще какое-то количество до места, когда мы будем формировать горловину по передней части изделия. По передней части вверх у меня отвязано 7 сантиметров. Ну, 7,5, если быть точнее, 7,5. Что я сделала? Я разделила петли, отсчитав от конца по 18 столбиков, так же, как я это делала на спинке. И сейчас также отдельно будем вязать каждую из этих лямочек, да, будем так называть. Значит, здесь у меня ниточка в этой стороне оказалась, значит, сначала я буду вязать эту часть. Мне нужно будет сделать 2 раза здесь убавление, чтобы был плавный переход. Как на спинке у меня плавный переход, так и по переду я хочу такой же плавный переход. Итак, 3 петли подъема, и мы вяжем по нашему узору.
Здесь у нас столбики с одним накидом. В арочку провязываем 2 столбика. Сюда 1 столбик. Далее 2 воздушные петли. 2 столбика пропускаем. Воздушная петля. 2 воздушные петли. 2 столбика пропускаем. И вот здесь у меня как раз до маркера 2 столбика. Провязываю. Делаю не довязываю столбик первый и также делаю второй столбик, не довязываю. Все 3 петельки провязываем вместе. Так, этот маркер мне уже не нужен, я его могу снять. 3 петли подъема, переворачиваю изделие и делаю следующим образом. По узору у меня вот эта вот арочка должна заполняться. Я провязываю сюда 1 недовязанный столбик и 2 недовязанный столбик. Провязываю их все вместе. Вот мы видим уже плавное убавление. Ну и дальше мы вяжем по узору. Я дохожу до конца ряда, я пересчитывала. У меня должно быть 15 столбиков. Это я запомнила, когда вязала у спинки лямочки, да? Итак, вот это 14 и следующий 15. Я провязываю 15 в 3-ю петлю подъема. Все, далее я вяжу по узору вверх до нужной высоты. Далее то же самое мы делаем со второй лямочкой, не забывая про убавление со стороны маркера. У нас убавление также 2 раза. И нужно будет посчитать, чтобы было после убавления 15 столбиков. Итак, все я закончила, довязала до конца лямочки и соединительными петельками, значит, соединила эти лямки по спинке и по переду. Все убрала уже я ниточки, которые у меня здесь были лишние. Теперь осталось только обвязать данное изделие. Обвязывать я буду горловину и обвязывать я буду вот пройму. Итак, начну обвязывать с проймы. Я всегда прикрепляю ниточку под мышкой. Да, вот у нас подрез получился такой. И посерединке я прикреплю ниточку. Хвостик я оставляю подлиннее, чтобы потом вдеть кончик в иголочку и все аккуратно убрать, чтобы никаких узелков не было. Значит, обвязывать хочу столбиками без накида. 1 петля подъема и далее в каждый столбик мы вяжем столбик без накида. Так, а теперь у нас боковые, так скажем, да, сбоку, как нам здесь сколько столбиков провязывать. То есть вот сюда столбик, в соединении тоже столбик, под столбик, столбик и в соединении. Ну, как бы здесь, конечно, больше интуитивно чувствуешь, куда вкалывается крючок. То есть вот если здесь арочка, значит здесь я дважды. Дальше опять под столбик и в соединении. И вот таким вот образом я сейчас буду обвязывать. Сколько у меня получится рядов, я потом вам скажу. Я обвязала проймы и обвязала горловину. Обвязала 3 столбиками, 3 ряда столбиками без накида. Мне не единожды задавали вопрос, как я убираю кончики в пряже тулип. И в пряже тулип, и в хлопковой пряже, то, что я вяжу крючком, я кончики убираю
одним единственным способом при помощи иголки. И сейчас я хочу показать, как я это делаю. Поэтому я кончики все время оставляю подлиннее. И изначально, когда я набираю, да, вот у меня кончик подлиннее именно с той целью, чтобы я могла убрать. У меня никаких узлов нет. Итак, вот вдеваю кончик в иголку. И теперь под петельку столбика иголочкой прохожу. В разные стороны. Что касается пряжи тулип, так как пряжа скользкая, просто я ее вот иголкой хожу вот так вот, то есть запутываю ее, чтобы точно она никуда не делась, не распуталась. Если пряжа полушерстяная, здесь, конечно, проще ее убрать, потому что после стирки она как бы распушается и уже точно никуда не денется. Вот, а хлопковую пряжу я вот таким вот образом завожу за петельки столбика, хожу в разные места, так скажем, да, и ничего не видно. Все, эту ниточку можно обрезать под самый кончик. Все, после стирки она сядет на место так, как надо. Ну и, например, вот в этом месте еще покажу. Вот этот вот кончик, который был изначально. Сначала мы его уберем. Вот под эти петельки так вот завожу. За одну сторону столбика. Так вот могу уйти. Вот. Все тоже можно отрезать. И вот таким образом кончики убираю. И все, и ничего не видно. Никаких узлов у меня с изнаночной стороны нет. Ну что, кончики убраны. Наша маечка готова. Желаю всем ровных петелек. Вдохновляйте, творите, создавайте, украшайте себя и своих близких. А я с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока-пока.